В 1885 году талантливый инженер из Германии Карл Бенц подарил миру первый коммерчески успешный автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Это было значимое событие, которое, несмотря на существование паровых самоходных машин до того времени, стало настоящим прорывом. Паровые автомобили, хоть и поражали воображение, часто встречались с опасениями и строгими законодательными ограничениями. Именно Карл Бенц, получив патент в 1886 году, воплотил в жизнь производство нового вида транспорта, а его супруга Берта Бенц сыграла ключевую роль в популяризации изобретения, совершив первую автомобильную поездку в 1888 году. Но Карл Бенц был не единственным, кто принялся за улучшение автомобилей. В это же время Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах, работая с двигателями, создали свои уникальные модели, что в дальнейшем дополнило и обогатило автомобильную индустрию. 19 век стал ареной для активного развития транспортных технологий. Именно Бенц и его коллеги заложили основу для современных автомобилей, проложив путь к будущему. Остается лишь погрузиться глубже и понять, как именно мечты о движении превратились в реальность. Задолго до эпохи Карла Бенца мечты о самодвижущихся экипажах начали воплощаться в реальность благодаря трудам таких изобретателей, как Франсуа де Риваз и Зигфрид Маркус. В 1807 году Риваз предложил двигатель внутреннего сгорания, а в 1864 Маркус разработал автомобиль, использующий бензин. Еще раньше, в 1769 году, Николя Жозеф Кюньо создал паровую телегу, что стало первым прообразом самодвижущихся экипажей. Паровые машины вселяли надежду, но оставались громоздкими и трудными в управлении. Закон о красном флаге 1865 года в Англии, ограничивающий использование таких машин, лишний раз подтверждал это. Несмотря на недостатки, такие машины имели рулевое управление и основные контрольные системы. Вскоре эти идеи эволюционируют в новое поколение транспортных средств. Главным героем этой истории стал трехколесный Benz Patent Motorwagen Карла Бенца. Построенный в 1885 году, этот автомобиль имел одноцилиндровый двигатель мощностью около 1 лошадиной силы и водяное охлаждение. Именно патент от 29 января 1886 года ознаменовал рождение индустрии. В популяризации изобретения сыграла огромную роль Берта Бенц, которая в 1888 году совершила первую междугороднюю поездку на автомобиле, продемонстрировав его практичность и надежность. Неизвестные тогда идеи и трудности привели к созданию автомобилей, которые изменят мир. И скоро мы рассмотрим, как вклад людей, таких как Готлиб Даймлер, поможет создать новые возможности для развития. Карл Бенц, получив патент 29 января 1886 года, представил миру Benz Patent Motorwagen — трехколесное транспортное средство с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Этот уникальный автомобиль оказался первым шагом к массовой автомобилизации. Основой изобретения Бенца стал однодиаметрный четырехтактный одноцилиндровый двигатель мощностью около 1 лошадиной силы при скорости около 250 оборотов в минуту. В этом двигателе использовались технология водяного охлаждения и система зажигания своего времени. Он был установлен горизонтально над осью задних колес, приводя их в движение с помощью ременной и цепной передач. Вся конструкция весила около 550 фунтов, что способствовало ее портативности и удобству в использовании. Несмотря на все достижения Карла Бенца, в общей картине становления автомобилестроения следует учитывать другого великого гения того времени — Готлиба Даймлера. Хотя они работали независимо, каждый их шаг стал частью общей истории, положившей начало новому витку в развитии мировой технологии. Инновации этих пионеров повлияли на множество аспектов современного транспорта и вдохновили новое поколение инженеров. Готлиб Даймлер и его коллега Вильгельм Майбах начали свою революцию в 40-х годах 19 века. Их работы с четырехтактным карбюраторным двигателем стали отправной точкой автомобилей. Первая важная веха — запуск в 1883 году бензинового двигателя, который затем вдохновил создание в 1885 году первого в мире мотоцикла с одноцилиндровым четырехтактным двигателем. Эта новинка однозначно показала, что будущее за компактными и мощными двигателями внутреннего сгорания. В следующем году, 1886-м, Даймлер и Майбах создали свою первую карету, снабженную мотором. Важно упомянуть, что именно на этой карете впервые была задействована запатентованная система зажигания и карбюратор, давший возможность мотору работать столь эффективно. В это же время было спущено на воду первое моторное судно, позволяющее перемещаться по воде с невиданной ранее быстротой и маневренностью. Не останавливаясь на достигнутом,
в 1889 году они продемонстрировали на Всемирной выставке в Париже знаменитый Stahlradwagen — новаторский автомобиль, что закрепил успех их технологий. Желая распространить свое изобретение на большее количество транспортных средств, Daimler продал патент своей конструкции компании Panhard et Levassor в 1894 году, что стало очередным мощным движением для индустрии. Все это привело к основанию компании Daimler Motoren Gesellschaft в 1890 году, которая начала развитие технологий, способных преодолеть множество препятствий на пути к массовому производству автомобилей и распространению их по всем уголкам планеты. Эти события оказали огромное влияние на автомобильный мир, позволяя автомобилям стать неотъемлемой частью нашей жизни. Первая волна автомобилей была встречена не просто любопытством, а и значительным сопротивлением. В Великобритании в 1865 году был принят известный закон о красном флаге, который требовал, чтобы перед самодвижущимися средствами передвижения шел человек с красным флагом, предупреждая окружающих о приближении машины. Этот закон ограничивал скорость до 5 миль в час и серьезно замедлял развитие автомобильного транспорта. Автомобили воспринимались как экзотика или игрушка для богатых, ведь ранние модели часто ломались, их двигатели были ненадежными и требовали постоянного внимания. Первые бензиновые двигатели нуждались в регулярном уходе, системе зажигания и водяного охлаждения, что затрудняло длительные поездки. Кроме того, добыча бензина была еще новшеством, и топливо найти было нелегко. Шумиха и выхлопы обновленных машин пугали пешеходов и всадников, привыкших к спокойствию лошадиных экипажей. Невзирая на все препятствия, некоторые новаторы, такие как Карл Бенц и Готлиб Даймлер, продолжали совершенствовать свои изобретения, проливая свет на возможности будущего. Их усилия постепенно меняли восприятие общества, и несмотря на скепсис, тысячи людей начали видеть автомобили как будущее транспорта. Конкуренция между инженерами и стремительное технологическое развитие стали основой для последующих изменений, даже среди тех, кто еще пару лет назад считал автомобили бессмысленной тратой времени. Каждый успех преодоления трудностей лишь подогревал интерес, подготавливая автомобильную индустрию к новому этапу роста, где автомобили из предмета любопытства и даже насмешек превращаются в основное средство передвижения будущего. В это время зарождалась настоящая конкуренция и борьба за лидерство в мире, в котором инновации занимали первые места в линейке достижений каждого инженера. Конец 19 века стал временем беспрецедентного скачка в автомобильных технологиях. Одним из ключевых новаторов был Арман Пежо, чья компания, начавшая с производства велосипедов, в 1890 году представила свой первый автомобиль с бензиновым двигателем. Это положило начало победному шествию марки Peugeot по всему миру, оставив важный след в истории автопрома. В это же время Эмиль Левассор вместе с Рене Панаром основал фирму Panhard et Levassor в 1887 году. Их смелый проект классической компоновки автомобиля с передним расположением двигателя и задней трансмиссией, ставший известным как система Panhard, совершенствовал мобильность и стабильность транспорта, задавая стандарты для более поздних авто и приведя к производству их первого автомобиля всего через 3 года. В США Генри Форд, легенда массового автомобилестроения, показал миру, что автомобили могут быть доступны каждому. Его подход к конвейерному производству не только изменил представление о возможностях машин, но и стал началом новой эпохи в индустрии. Также Джордж Селдон, пытаясь патентовать идеальный автомобиль, создал нечто вроде мини-эпопеи с судебными разбирательствами, которые отражали интенсивное противостояние того времени. На рубеже веков международные выставки и автогонки стали стимулом для демонстрации и совершенствования новинок. Это был период, когда изобретатели постоянно внедряли и тестировали свои инновации. Безусловно, многие автомобильные компании начинали с малых мастерских. Однако, благодаря ярким идеям и стремлению к совершенству, они смогли стать настоящими гигантами индустрии будущего. Этот конкурентный дух и нестандартное мышление позволили автомобилям занять ведущие позиции в мире транспорта, оставив при этом место для дальнейших революционных изменений. В 1913 году Генри Форд навсегда изменил лицо автомобильной индустрии, запустив первую конвейерную линию. Эта инновация позволила сократить время сборки одного автомобиля с 12 часов до всего 1,5, тем самым значительно снизив стоимость производства. Именно это сделало автомобили, такие как знаменитый Ford Model T, доступными для широкой публики, превратив мечту о собственном автомобиле в реальность для миллионов. Тем не менее, пока автомобили еще только завоевывали дорогу, конные экипажи оставались актуальными, особенно в сельской местности и менее развитых регионах. Тем не менее, постепенно от города к городу машины начали вытеснять традиционных лошадей и кареты. В результате дорожно-транспортная инфраструктура начала трансформироваться, хотя настоящий рывок в строительстве дорог и создании заправочных станций произошел в 20-е и 30-е годы 20 века.
В культурном плане автомобили открыли новые горизонты. Теперь путешествия стали не только возможными, но и удобными. Теперь с наступлением 21 века специалисты прогнозируют удивительные прорывы развитию электротранспорта, полномасштабной автоматизации и внедрению экологически чистых технологий. Настоящая революция в движении только начинается, и ее виток обещает быть еще более захватывающим. Представьте, первый серийный автомобиль в мире творения Карла Бенца двигался медленнее велосипеда, его одноцилиндровый двигатель развивал мощность, равную одной лошадиной силе, а максимальная скорость едва достигала 16 км в час. В этой железной коляске не было ни подвески, ни тормозов в современном понимании, ни даже руля. Это были скорее экспериментальные кареты, чем машины. Сравните это с автомобилями, которые мы видим на дорогах сегодня. Под капотом мощные двигатели, способные разгоняться до 200, а то и 300 км в час. В салоне нас окружает электроника, обеспечивающая навигацию, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и десятки датчиков, заботящихся о безопасности. За последнее столетие автомобиль превратился из примитивного механизма в сложный программно-аппаратный комплекс. 90-е годы прошлого века ознаменовались технологическим скачком. В машины массово внедрялись системы ABS, подушки безопасности, электронное управление двигателем и круиз-контроль. Эти нововведения кардинально повысили безопасность, комфорт и надежность автомобилей. Сегодня производители экспериментируют с искусственным интеллектом, современные ассистенты вождения могут следить за разметкой, поддерживать дистанцию и даже парковаться. Однако полностью автономные автомобили остаются в стадии испытаний и пока доступны только в отдельных городах. Экологичность стала другой революцией. Если первые бензиновые двигатели не заботились об окружающей среде, то современные гибриды и электромобили сокращают или полностью исключают выбросы. Хотя доля таких экологически чистых машин все еще незначительна, производители активно работают над снижением вредных выбросов, стремясь к устойчивому будущему. Промышленные материалы были еще одним важным изменением. Вместо тяжелого металла прошлого века появились легкие и прочные сплавы, значительно повысившие стандарты безопасности. Современные краш-тесты стали гораздо жестче, и уровень защиты водителей и пассажиров значительно вырос по сравнению с машинами даже 20-летней давности. Сегодняшний автомобиль — это не просто средство передвижения, это сложная экосистема, в которой технологии, экология и безопасность сосуществуют в гармонии. И похоже, эта история только начинается. Нас ждет будущее, где беспилотные автомобили, искусственный интеллект и автономное вождение станут обыденностью.